Всем привет, это Тостер, здесь все самое интересное о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. В этом видео пройдемся по климату Dyson, по их климатической технике. Покажем очистители воздуха и увлажнители, какие есть, что умеют, какие технологии в них реализованы, сколько в конце концов стоит. Во-первых, потому что актуальность такой техники явно выросла за последнее время. Люди больше стали заботиться о своем здоровье, а возможность дышать чистым воздухом в этом плане это очень важный момент. Почитайте, откройте статистику ВОЗ по грязному воздуху и по проблемам со здоровьем из-за него. Во-вторых, во-первых, ребята из Dyson это те ребята, которые сами разрабатывают и создают технику. Это не OEM и даже не ODM производство. Все инженерные решения, технологии создаются и обкатываются на опытных образцах. Это может длиться довольно долго, до того, как в итоге появляется продукт, который идет в серию. То есть техника Dyson интересна, потому что это всегда оригинальные решения, а не просто шильдик наклеили на то, что китайский или турецкий завод предлагает. Конечно, бывает так, что как таковая технология уже есть, но в Dyson ее дорабатывают и развивают. Такой подход тоже имеет место. Начнем с флагманского продукта. Это очиститель и увлажнитель воздуха PH02. Звучит довольно просто – очиститель и увлажнитель. Но на самом деле здесь прямо пул интересных технологий внутри. Давайте начнем именно с очистки воздуха. Здесь по классике, что называется, есть система из HEPA и угольного фильтра. Первый улавливает мельчайшие частицы в воздухе. Можно назвать это пылью, но вообще они разного происхождения – природного и антропогенного. Поэтому я бы остановился на мельчайших взвешенных частицах. Та самая невидимая взвесь в воздухе, про опасность которой при попадании через легкие в кровь вам скажет любой врач соответствующей специализации. Она как раз остается в HEPA-фильтре, он главным образом против нее. Кстати, бактерии, вирусы HEPA-фильтр тоже способен задерживать. Вирусы, к примеру, часто прикрепляются к этим самым частицам в воздухе, не умея перемещаться самостоятельно. Угольный фильтр – это прежде всего разные газообразные загрязнения в воздухе, запахи, прежде всего запахи. И ребята из Dyson еще говорят про бензол и диоксид азота. Угольный фильтр с этим тоже должен справляться. И это как раз классическая такая система фильтров HEPA и угольный. Она, в общем, есть в большинстве современных очистителей воздуха, потому что ничего более эффективного, чем механическая очистка воздуха для бытовых моделей еще не придумали. Минус в том, что HEPA и угольный фильтр нужно периодически менять. Со временем их эффективность снижается. У Dyson подобные аксессуары удовольствие не самое дешевое. Очень интересный момент – это то, что ребята из Dyson подумали о такой неприятной вещи, как формальдегид. Не буду из себя строить химика, но реально неприятное такое органическое соединение летучее. Почитайте, погуглите. Оно может выделяться из каких угодно материалов, отделочных даже, и других окружающих нас каждый день дома или в офисе. Частицы формальдегида, они даже меньше частиц PM1.0, то есть меньше 1 микрометра. Поэтому для эффективного их уничтожения используется другая технология – катализ. Под воздействием катализатора, структура которого для эффективного улавливания загрязнений схожа со структурой природного минерала криптомелан и состоит из огромного количества микротоннелей, которые размером буквально с атом. Формальдегид разбивается на безопасные составляющие – воду и углекислый газ. Дальше уже очищенный воздух проходит через увлажняющий фильтр. Надо сказать, что увлажняется этот фильтр тоже уже обеззараженной водой. Она предварительно обрабатывается ультрафиолетом. И пройдя этот фильтр, насытившись влагой, чистый и прохладно-влажный воздух уже распределяется по помещению. Важно, что здесь не ультразвуковой тип увлажнения и не возникает белого налета на предметах мебели, бытовой техники, не оседает кальций, соли кальция.
Интересно, что вот этот трехслойный увлажняющий фильтр, в его составе есть тончайшие серебряные нити, но это антибактериальный эффект, понятно. Это, ну и то, что вода к нему поступает тоже после ультрафиолета, позволяет не менять увлажняющий фильтр весь срок службы прибора, ну или менять крайне редко, потому что образование бактерий, плесени здесь практически исключено. Но если вам все равно немного тревожно, можно запустить процесс самоочистки. Просто поместите его в этот контейнер, добавьте немного лимонной кислоты и следуйте инструкциям на экране. Периодически этот очиститель-увлажнитель сам будет напоминать о необходимости очистки индикации на дисплее. Раз уж мы заговорили о дисплее, то он здесь прежде всего для того, чтобы показывать, что с качеством воздуха. Вся нужная информация о загрязнении, о составе загрязнения воздуха здесь есть, потому что в самом этом устройстве есть датчики, которые контролируют качество воздуха. Дисплей можно, скажем так, листать, и таким образом информация о воздухе в помещении становится доступна. Есть авторежим, когда прибор сам контролирует загрязнение и уровень влажности и оптимизирует свою работу, исходя из этих данных. Удобно. Вот только с мобильным приложением и удаленным управлением и контролем у Dyson в России пока что не ладится. Но ребята говорят, что работают над этим. Еще один важный момент об этом очистителе-увлажнителе – то, как он распространяет очищенный и влажный воздух по помещению. Есть 3 режима воздушного потока. Направленный из передней части устройства, режим бриза, когда интенсивность и направление потока слегка изменяются, чтобы вы ощущали его, ну, именно как подобие легкого бриза. Или же 3-й вариант – рассеянный поток из задней части устройства, когда чистый влажный воздух распространяется по помещению, но не выходит сразу напрямую на вас, если вы, к примеру, где-то перед устройством. Полезный режим. В целом это все главное про Dyson PH02. Согласитесь, устройство очень интересное. И я знаю, что уже есть те, кто им пользуется. Пишите свое мнение в комментариях. У нас же на канале всегда симбиоз. Наш рассказ о технологиях, мнение, плюс ваш конструктив в комментариях, в том числе и опыт использования. И перехожу к следующему устройству в нашем топе. Это тоже многофункциональный девайс. Он и очиститель воздуха, и вентилятор, и тепловентилятор. Знакомьтесь, тоже, как и 02 модель, одна из новинок Dyson на момент съемки. Они на самом деле технологически схожи. Здесь нет увлажнения, потому что не всегда и не всем оно нужно. Вот я, например, живу в старом кирпичном доме, где толстые стены и довольно влажно. Мне больше очистка воздуха важна, потому что район не очень в плане экологии. Зато здесь есть режим работы с обогревом, то есть он и очищает воздух, и нагревает его, что круто использовать в прохладные дни в межсезонье, когда отопления еще нет. Причем очистка воздуха происходит с использованием всех обозначенных ранее в рассказе о Dyson PH02 технологий. HEPA и угольный фильтр против мельчайшей взвеси, мелкодисперсной пыли в воздухе, для удаления запахов и газообразных загрязнений, плюс распознавание и ликвидация формальдегида путем воздействия катализатора со структурой минерала криптомелан. Если кто пропустил информацию об этих технологиях, в первом закрепленном комментарии к этому видео есть навигация по видео. Кроме этого, поток воздуха из устройства в жару, например, может обеспечить некоторую прохладу просто из-за движения воздуха. Не кондиционер, конечно, но вполне вентилятор с функцией очистки воздуха, напомню. И, кстати, если еще вернуться к очистке воздуха, то тут очень важно, чтобы устройство, весь контур воздушный, куда воздух попадает, чтобы все это было максимально герметичным, чтобы эффективность очистки воздуха не снижалась. Здесь об этом подумали, и, как говорит производитель, все устройство полностью, а не только система фильтрации, герметично и соответствует в этом контексте стандарту HEPA H13.
Здесь тоже есть режим рассеянного потока, когда воздух подается из тыльной стороны устройства, а не прямо и вперед, то есть может не попадать напрямую на пользователя. Кроме того, есть вращение на 350 градусов, почти вокруг своей оси. Информация датчиков качества воздуха, которые контролируют его по нескольким важнейшим параметрам, отображается на дисплее, и можно следить за происходящим с воздухом, что называется, в реальном времени, как он из загрязненного постепенно становится чистым. Есть авторежим, когда очиститель оптимизирует работу в зависимости от качества воздуха. А во время отдыха, сна можно включить максимально тихий ночной режим. Очиститель продолжает мониторить качество воздуха и очищать воздух, но снижает интенсивность, чтобы понизить уровень шума. Кстати, ребята из Dyson очень гордятся, и это правильно, что в этой модели удалось в принципе снизить шум в сравнении с предыдущими очистителями Dyson, примерно на 20%. Я думаю, это не в последнюю очередь благодаря герметичности, кстати, мы о ней говорили. На мой взгляд, прибор полезный, потому что чистый воздух – это важно. Если кто не знает, дома, в наших с вами квартирах, зачастую воздух погрязнее уличного, потому что к нему примешиваются еще разные домашние, назовем их так, загрязнения. И что важно, при всей своей высокотехнологичности 0,8 несложны в использовании. Фильтры, например, легко вынимаются и ставятся обратно. Это тоже важный момент. Прежде чем перейдем к третьему главному герою нашего топ-3, напомню, что у Dyson вообще большой ассортимент климатической техники. Есть, например, просто увлажнитель. Это AM10 модель. В нем вода, так же как во флагманском PH02, тоже обеззараживается ультрафиолетом перед тем, как подается к ультразвуковой мембране. В AM10 ультразвуковая технология увлажнения использована. И далее, уже смешанный с потоком воздуха, этот прохладный влажный туман уже подается в помещение. Но это уже широко известная модель, а мне все же интереснее рассказать о малютке Dyson Pure Cool Me. Он сразу привлекает к себе внимание футуристичным дизайном. Действительно выглядит круто, и это такой индивидуальный очиститель воздуха. Чтобы поставить рядом с кроватью в спальне, думаю, или на рабочий стол в кабинете. Воздух рядом с вами он будет очищать. Это его основная задача. Делает он это при помощи классической механической очистки воздуха. Работает связка высокоэффективного HEPA-фильтра и угольного. Здесь, в общем, все понятно. Зайдите в наш плейлист очистителей воздуха, там об этом много. Такая технология отлично справляется с очисткой от мельчайшей взвеси, пыли в воздухе, включая бактерии и вирусы, от запахов и газообразных загрязнений. Один минус – требуется периодическая замена фильтров. Я бы рекомендовал раз в год, но зависит от интенсивности использования, от условий, в которых очиститель работает. Порой надо чаще, а иногда можно и раз в полтора года. За создание воздушного потока здесь отвечает фирменная дайсоновская технология Core Flow, которая объединяет потоки воздуха, двигающиеся по поверхности купола, и направляет их, создавая единый поток. Просто поворачивая купол, вы можете менять направление потока чистого воздуха. Это движение потока, кстати, еще и слегка охлаждает. Девайс можно использовать как вентилятор. Как у взрослого очистителя воздуха Dyson, у малыша Cool Me есть дисплей, на котором отображается информация об интенсивности работы. Пультом можно выбирать скорость, а также, например, можно установить таймер сна, чтобы в интервале от 30 минут до 8 часов отдыхать, дыша чистым воздухом. Датчики качества воздуха здесь устанавливать не стали. Но это все же небольшой климатический комплекс для полного контроля климата дома. Это индивидуальный компактный прибор. У него задача именно обеспечить чистый воздух рядом с пользователем. Если владелец включает прибор, значит ему это нужно. По-моему, получилось рассказать про 3 весьма интересных, в смысле реализованных технологии устройства Dyson для создания
качественного микроклимата дома. Главная фишка в них для меня в том, что они могут распознавать и уничтожать путем катализа опасный формальдегид, который в наших квартирах может выделяться даже из предметов мебели, из обивки, из отделки, лакокрасочных материалов и много из чего еще. Устройство не из бюджетных, как в общем и вся техника Dyson. Но я уже говорил в начале, что британцы реально разрабатывают свои приборы сами, внедряют и обкатывают технологии, разрабатывают их или улучшают уже имеющиеся. А такие процессы создания техники, они, знаете ли, довольно затратные. Это тостер. Мы не делаем из бытовой техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. До новых обзоров и тестов.